Товарищи страйкболисты, в рамках федеральной страйкбольной программы «Обвес LCT в каждый дом» мы будем смотреть на новые глушители для приводов АК-серии. Меня зовут Евгеньевич, поехали! Генеральный спонсор канала – страйкбольный магазин Airsoft Rules. Продолжая тему обвеса для АК, LCT не могли обойти такую вещь, как глушитель. Вернее, дульный тормоз-компенсатор закрытого типа. Он же дульный тормоз-компенсатор пламегаситель. Он же саунд-модератор. Он же тактический глушитель пламегаситель. Он же просто тактический глушитель. Чтобы разобраться во всех этих непонятных словах, небольшой экскурс в мир огнестрельного оружия. То, что в понимании большинства людей называется глушитель, на самом деле называется ПББС. Прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. Он включает в себя не только насадку, которая накручивается на ствол оружия, но и специальные патроны с дозвуковой скоростью полета пули, а также специальную прицельную планку для оружия, которая рассчитана на баллистику всего этого комплекса. Типичный пример: прибор ПБС-1, патроны 7,62 на 39 УС, то есть уменьшенные силы, и специальная прицельная планка. Все это предназначено для установки на автоматы АКМ или АКМС, и в совокупности при выстреле автомат делает не громкий бабах, а негромкий хлопок, лязг автоматики и шлепок пули, прилетевшей в мишень. Минусы такого комплекса — это небольшой ресурс прибора, после которого он требует обслуживания. Например, для ПБС-1 это 200 выстрелов. Необходимость использовать специальную прицельную планку, так как баллистика дозвуковых патронов существенно отличается от стандартных. Даже в случае использования оптики или коллиматора требуется их пристрелка под дозвуковой патрон. Также минусом является меньшая энергия пули и, как следствие, хуже пробивающая способность и бронепробитие. В условиях массового использования средств индивидуальной бронезащиты это все существенно. И, насколько я знаю, в реальных условиях именно бесшумность нужна далеко не всегда и не всем. А для тех, кому реально это нужно, существуют специальные бесшумные стрелковые комплексы АС-ВАЛ и ВСС-винторез с патронами СП-5 и СП-6, а также перспективный автомат АМБ-17. Большей же части людей требуется устройство, которое немного снижает звук выстрела, но главное, убирает вспышку выстрела и на расстоянии делает звук более рассеянным, а не четким, чтобы было намного сложнее определить, откуда ведется огонь. И все это при использовании валовых сверхзвуковых патронов с их обычной баллистикой и уровнем бронепробития. В западной терминологии такое устройство называется сапрессор, что можно примерно перевести как подавитель. Широко известный пример CATS NT4QD сапрессор, который можно увидеть на 4 из 5 фотографиях бойцов USSOCOM с начала нулевых и примерно по сей день. В отечественной терминологии единого устоявшегося термина, насколько я знаю, пока нет, и разные производители и пользователи называют его как хотят. Мы же для простоты будем его просто называть тактический глушитель или ДТКП. Стоит сказать несколько слов, зачем вообще нужен глушитель в страйкболе. В страйкболе глушитель нужен, если вы хотите спрятать длинный внутренний стволик, если вы хотите антуражно установить модуль трассерной подсветки, если вы хотите приблизить внешний вид вашей страйкбольной игрушки к боевому, или если у вас ВВД, газовый пистолет или спринговая винтовка. В этом случае глушитель со специальными вставками реально может снизить звук выстрела. Теперь, когда мы разобрались с терминологией и зачем все это дело нужно, посмотрим, что для нас приготовила компания LCT. На руках у нас три модели: реплика ДТК-4 Кочевник, ДТКП Путник от компании Зенит и реплика ПБС-4 для АКС-74У. Посмотрим на все по порядку. ДТК-4 Кочевник — это уже классика, которая успела засветиться на очень многих фотографиях российских спецов. Реплика от LCT выполнена из алюминия, покрытие анодирования. Маркировок тут нет. Внешние габариты: диаметр 44,5 мм, длина 186 мм. Если вы вдруг захотите себе термочехол, то эти цифры пригодятся. Вес 360 грамм. Внутренние габариты: диаметр 35 мм, длина отсека 170 мм. Внутри есть две пластиковые втулки и подпружиненная вставка для центровки внутреннего стволика. Как видно из цифр, вставка трассер AT2000 от Ace-Tech сюда помещается со свистом. Но для соосной установки нужно будет делать центрирующие втулки. Устанавливается глушитель на стандартную для АК резьбу 24 на 1,5 правая. В
плане тактикульного внешнего вида этот глушитель подходит на большинство современных АК. АК-74М, АК 100 серии. Ну а АК-74У без тактического глушителя нынче вообще можно увидеть только у ППСников. Более современная модель глушителя от LCT — это реплика ДТКП «Путник» от Зенита. Она имеет больший объем внутренней камеры и модульную конструкцию, что позволяет использовать его не только на автоматах, но и на пулеметах ПК, ПКМ и ПКП. В огнестрельном варианте, конечно. Версия от LCT реплицирует однокамерный вариант с креплением на стандартную резьбу АК 24 на 1,5. Глушитель выполнен из алюминия, покрытие анодирования. Маркировок нет. Фишка Путника — это крепление на оружие, которое имеет много стопоров по кругу. Накрутили на резьбу, затянули до щелчка, и все держится четко и хорошо. В случае же с кочевником может потребоваться подгонка по месту. Длина 172 мм, внешний диаметр 60 мм, вес 434 грамма. Внутренний диаметр 51 мм, длина отсека 135 мм. Как видно из цифр, трассерная вставка АТ-2000 сюда помещается, если убрать внутренние вставки. АТ-200Р влетает со свистом. Правда, и в том, и в другом случае потребуется сделать центрирующую втулку, так как внутренний диаметр прибора заметно больше трассерного модуля. Если вдруг захотите поставить кочевника или путника на привод с резьбой 14-, например, на АКМ или АКМС, вам потребуется специальный переходник. Например, переходник РК-311 от LCT. Он выполнен из стали и накручивается на М14 правую резьбу вашего привода. И уже на него можно навернуть прибор с резьбой М24 на 1,5. И на сладкое, даже уже не классика, а легенда. Реплика ПБС-4. Данный прибор входил в состав бесшумного стрелкового комплекса 6С «Канарейка». Да, в Союзе умели придумывать название оружию. Данный комплекс был предназначен для вооружения бойцов разведывательных частей и спецназа ГРУ. А еще в состав комплекса входил бесшумный подствольный гранатомет БС-1, из которого предполагалось на старте подбить взлетающую американскую межконтинентальную баллистическую ракету. Бесшумный подствольник спецназа ГРУ ГШ ВС СССР для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет. Нет, это не шутка. Страйкбольная версия ПБС-4 в лучших советско-LCT-шных традициях выполнена целиком из стали. Покрытие воронения. Внешние габариты: длина 215 мм, диаметр в самой широкой части 44 мм. Вес до хрена. А если в цифрах, то 820 грамм. Крепится на стандартную АК-резьбу М24 на 1,5 правая. И по-хорошему только на АКС-74У. Ставить легенду на другие модели — это кощунство. Но у меня АКС-74У просто нет. Внутренний диаметр 35 мм, длина отсека позволяет установить компактную вставку АТ-200Р, которая тут уже в комплекте. Да, вы просто купили глушитель, зарядили аккумулятор вставки, вставили вставку в глушитель и можете стрелять трассерами. В комплекте есть аккумулятор формата 10440, 3,7 вольта на 320 мАч, кабель для зарядки от microUSB и переходник с резьбы 24 на 1,5 на М14 левая. На случай, если вы все-таки захотели поставить почти килограмм брутальности на свою пластиковую СБР от King Arms. Все представленные глушители мы получили напрямую от LCT как образцы для изучения, и, похоже, прямо сейчас их не возит ни один из магазинов. Но вы можете все исправить, если начнете клянчить у магазинов, чтобы они привезли эти глушители и вам продали. Мне же сказать про глушители больше нечего. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши увереннейшие пальцы вверх. С вами был Евгеньевич. До скорого!